Привет, друзья! С вами Роман, испытатель электротранспорта. Вы смотрите видеообзор нового электросамоката 2020 года Kuga G2 Pro от завода Geelong. Сначала самое интересное, и если понравится, сможете досмотреть до конца. При первом взгляде складывается ощущение, что этот безусловно агрессивный экземпляр является результатом соития между Kuga G1 и моделью G-Booster. Кто тебя создал такую? Я гляжу и взор ликует. Ты как будто вся из сказки, словно лебедь с тонким станом, вся из белого тумана. Ты плывешь в мои объятия. Кто тебя создал такую? Я глаза твои целую. Пусть идти дорогой мне крутой, радость и боль только с тобой, лишь с тобой. Насколько эта модель достойна своих родителей, давайте разбираться по ходу тест-драйва. Едем на бездорожье. Те, кто выбирают данный электросамокат, скорее всего влюбляются в его внешний вид, а уже потом, как следствие, учатся на нем выживать. Да-да, не кататься в свое удовольствие, а именно выживать. Модель для экстремалов и адреналиновых наркоманов. И не говорите, что я не предупреждал. Амортизаторами являются эластомерные рычаги на каждое колесо. Удобство довольно сомнительное. Регулировка жесткости в виде открытого доступа здесь не предусмотрена. Не сказать, что особо бьет в ноги, но при температуре ниже плюс 10 градусов, когда эластомеры подмерзнут, электросамокат превратится в бревно на колесах. Кстати, как показывает практика, если переднее колесо не является электромотором, то сюда лучше вообще не ставить рычажную систему амортизаторов по типу маятника, так как на высоких скоростях это гарантирует жуткий воблинг на ровных дорогах. 10-дюймовые накачиваемые колеса на внедорожной резине отлично сглаживают мелкие неровности. И здесь сразу вопрос по поводу крыльев. А где они? В принципе, их просто нет. На задней части расположен крепеж для стоп-сигнала, а спереди вообще ничего, кроме маятника и эластомера. И вот теперь, когда большинство простых любителей релакса выключило видео после увиденных минусов, я скажу следующее. Kuga G2 Pro не так прост, как кажется на первый взгляд. Помните про адреналиновых наркоманов? Так вот, этот зверь нужен, чтобы рысачить по холмистой местности наподобие спортивного снаряда эндуро. А такие вещи изначально не предназначены для чистоплюев. Я бы мог придраться к шипам на заднем упоре для ноги, о которой я, кстати, уже успел распороть ногу, когда решил дернуть клавишу старта, стоя рядом с самокатом. Но еще раз, эта хардкоровая сатана не предназначена для спокойных поездок. Даже передняя фара против того, чтобы вы катались по улицам города. Она будет нещадно слепить прохожих. Ее свет долбит во всех направлениях, чтобы вы не цеплялись головой за ветки на высокой скорости. Кто-то из моих коллег осуждает отсутствие фиксации руля во время сложения и невозможность сложить рукоятки для большей компактности. Повторение мать учения – это спортивный снаряд, и если здесь сделать складные грипсы, они отлетят на первой же кочке. Складной механизм рулевой стойки сделан исключительно для транспортировки до ближайшей трассы или лесного массива. И вот теперь, когда мы разобрались с местом применения Kuga G2 Pro, перейдем к самому вкусному. Максимальная скорость электросамоката по заявлению производителя составляет 60 км в час. И, конечно, я это проверю прямо сейчас. 48, 49. Ну давай полтинничек-то хотя бы, ну. Реальная максимальная скорость 49 км в час. Нагрузка 100 кг. Ну пока вижу 29. Поднимаюсь слегка в горку по Шелепикинскому мосту. Второй режим. Максимальная скорость 31 км в час. Вот ровная дорога пошла. Середина моста. 31,5. И первый режим 9-10 км в час с нагрузкой почти 100 кг. Ладно, сейчас что для меня самое интересное, это посмотреть, насколько ровно он идет по километражу, по дальности поездки в сравнении с GPS. Ну вот на GPS у вас показатели на экране 3,4 километра я проехал. И по бортовому компьютеру берем эту фигню, показывает дистанцию 3 километра с момента старта. Ну, в общем-то, он ни разу не врет. Это уже хорошо. То есть в будущем по дальности поездки я смогу засекать его по конкретно бортовому компьютеру, а GPS я уберу. Знаете все прекрасно, я не люблю эти вещи, когда они болтаются и мешаются. Тем более электросамокат такого плана, что я на нем буду рысачить.
рысачить по лесу, по бездорожью. Мощность заднего мотор-колеса составляет 1000 Вт, и меня с весом 100 кг Kuga G2 Pro затаскивает в горки порядка 35 градусов без каких-то особых усилий. Емкость 48-вольтового аккумулятора составляет 15 ампер-часов и позволяет проезжать до 55 км на одном заряде. Но это при условии, если маленькая китайская девочка теплым летним днем будет тошнить на нем по ровным тропинкам. Я же сейчас протестирую его запас хода с нагрузкой под сотку и пытаясь выжимать максималку. И во время замера дальности поездки я расскажу о рулевом управлении и других параметрах электросамоката 2020 года. Тормозная система Kuga G2 Pro механическая двойная. Левый рычаг отвечает за торможение заднего, а правый рычаг за торможение переднего колеса. Тормозной путь при скорости 30 км в час составляет 7 метров. С левой стороны руля под большим пальцем расположены две кнопки. Желтая — кнопка клаксона. Красная включает переднюю фару и LED-подсветку по обеим сторонам деки. С правой стороны руля находится клавиша старта поездки, она же клавиша акселератора. По центру руля бортовой компьютер с возможностью настройки и отображением всех необходимых параметров. Выбранный скоростной режим, пробег за всю историю жизни самоката, максимальная скорость в пути, спидометр, общий пробег с момента включения и средняя поддерживаемая скорость с момента включения. В правом верхнем углу индикатор заряда батареи. С левой стороны руля пульт управления. Нижняя кнопка включает и выключает питание. Минус — понижение скоростного режима. Плюс, соответственно, повышение. И кнопка М при ее удержании позволяет перейти в меню настроек. Все настройки вы найдете в описании к этому видео. Управление на ровной дороге при высокой скорости, как и говорил ранее, не очень хорошее. Руки напряжены до предела, так как переднее колесо постоянно норовит поймать воблинг и завернуться в сторону. А вот что касается бездорожья, здесь Kuga G2 Pro чувствует себя как рыба в воде. Обратите внимание, передняя нога райдера находится в свободном пространстве по центру передней части деки. Таким образом можно добиться лучшей управляемости и балансировки во время поездки. В комплекте идет 2-амперное бесшумное зарядное устройство, мультитул, гарантийный талон и руководство пользователя на русском языке. Время зарядки составляет порядка 7 часов от обычной домашней розетки. Порт зарядки расположен с левой стороны упора под ногу и защищен резиновым колпачком. Материал рамы — авиационный алюминий. Исключение составляют узлы, подверженные высоким силовым нагрузкам. Это маятники амортизаторов, гусь, болты, тормозные диски и фиксатор складного механизма. Собственный вес — 25 кг. Максимальная нагрузка — 130 кг. Габарит электросамоката в разложенном положении. Длина 190, высота 118,5, ширина 64 см по тормозным рычагам. Полезная площадь деки, начиная с фронтальной части внутренней стороны, составляет 49 см. Упор для ноги еще 12 дополнительных сантиметров. Высота рулевой стойки от деки до рукояток 93 см, так что самокат подойдет для людей с ростом не выше 177 см. Клиренс по самой нижней точке до болтов в передней части деки 15,5 см.
могу сказать? Из леса я выехал, у меня замигало последнее деление, но он едет. Мне от леса до дома 4,5 километра приблизительно. И вот я проехал уже километра 3,5. Остался километр. Значит, можете рассчитывать смело на то, что при мигании последнего деления вы будете ехать со скоростью 25 км в час примерно. Около 3 километров еще. Дальше скорость снижается еще больше, до 10 км в час. Но пока едет. Ждем, пока он высадится полностью в ноль. Просто при мигании последнего деления, когда он скинул скорость до 25 км в час, я понял, что в лесу уже делать нечего. И их захотелось доехать прямо до дома. Но пока едем, пока он меня тащит. Стартовал, значит, я со 111 километров по одометру. GPS у него расхождения практически нет. Если верить ЖК-дисплею, сейчас 142 километра. Общий пройденный путь. Это 31 километр, друзья. 31 километр, при условии, что я рысачил по лесу, вы видели, как я это делал. Рысачил я на второй скорости, третья там не нужна. Вы также видели, что происходит на второй скорости, когда ты прям начинаешь разгоняться. Реально можно куда-нибудь завалиться в кусты, а то и слететь просто в обрыв. Ну что, я пока еду. Значит, все итоговые показатели по дистанции, которые я смог проехать, вы сейчас видите на экране. Все условия, при которых происходил тест-драйв, замер дальности поездки. Все для вас, друзья. Таблицу технических характеристик и цену Kuga G2 Pro на момент съемки видеообзора вы видите на экране. Актуальную цену можно посмотреть, перейдя по ссылке под этим видео на официальную страницу магазина, который предоставил данную модель для моих испытаний. Если вы досмотрели видео до конца, то вы, как и я, очень любите электротранспорт и как минимум хотели бы прикоснуться к этому чуду. Приходите в магазин Геросмарт в ТЦ Вишняки. Это они предоставили технику для моих испытаний, за что им огромная благодарность. Поддержите ребят лайком, ведь они дают технику на растерзание, чтобы вы могли первыми узнавать новости из мира электротранспорта. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Здесь уже есть и еще будет очень много интересного. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. До новых встреч!